Ну вот, смотрите, что получается. Это наш гоночный болид, точнее его скелет. Друзья, всем привет! Ну, наконец-то я смог для вас выпустить следующую серию про гоночный болид. Причина такого долгого отсутствия — это вот эти 6 деталей, друзья. Выяснилось, что я не могу особо долго моделировать. У меня очень быстро наступает какое-то насыщение всем этим 3D моделингом, перегруз мозга, и я потом чисто очень долго сплю. Приходится отсыпаться, отлеживаться. Вы себе не представляете, что со мной происходит после 4-5 часов 3D моделирования. Но вот все-таки смог я это сделать. Эти 6 деталей позволят после того, как мы их выточим, ребята, я их уже, кстати, отправил на вытачивание на 5-осевом фрезере к Дмитрию Павловичу в лабораторию DP Labs. Вот. И после того, как эти детали нам выточат, ребята, вот смотрите, какие они детализированные, после этого мы сможем начинать делать монокок и остальные детали. То есть это самые базовые детали нашего гоночного болида. Именно на их основе будет создаваться монокок. Так как это основные базовые детали и к ним крепится практически все в этом гоночном болиде, основная сложность была правильно расположить человека, рычаги, органы управления, стабилизаторы поперечной устойчивости, рулевую рейку, рокеры рычагов, ходов подвески, ну и также все точки подвески и даже крепление двигателя. Все это нужно было правильно расположить. И поэтому перед этим нужно было сделать сначала двигатель. Смотрите, как располагается. Притом двигатель я уже 2 раза перемоделировал, делал его немножко поменьше, потому что мне хотелось монокок немножко более компактным сделать. И я заново его измерял на наличие, можно ли чуть-чуть, хотя бы на 5 мм его сделать меньше. И да, можно было это сделать, поэтому я перемоделировал, переобрезал вот эту верхнюю часть. Она теперь более точная. Далее нужно было сделать седлушку, чтобы посадить туда человека. Вот смотрите, она именно в том месте. Все здесь по миллиметрам и даже по долям миллиметров разрисовано, друзья. Также, естественно, и самое главное, здесь расположилась подвеска. Вот, обратите внимание, сколько уже всего на этой 3D модели. Самое крутое, что все сделано в чертежах, все сделано в миллиметрах, то есть так, как оно и должно быть. Никакой тут отсебятины 3D модельной нет. Это именно параметрическое моделирование, все по миллиметрам, все по микрометрам. Чтобы качественно замоделить передок, нужно было изготовить сиденье, нужно было за 3D моделить педали. Так, почему-то я педали как только сделал, все остальное пропало. Также заново сделал рулевой вал. Он находится немножко в другом месте, он ломаный, как вы и мечтали, но мне кажется, это ничем здесь не поможет. Не такой уж он там мега ломаный. Обратите внимание, руль насколько стал ближе. То есть это все я переделывал. Ну и естественно пилот. В основном упор был на ноги пилота. Так по седлушке я примерно понял, как я буду там сидеть. Вот примерно так. Ноги пилота помещаются. Вот, обратите внимание. Ноги давят на педали. Рулевой вал не мешает теперь. Теперь он вверху. Старый мешался немножко, был между ног. Это неправильно, ребята. И обратите внимание, ходовка вся помещается. Второй шпангоут сделал утолщенным, так как тяга в зоне ног, и если что, чтобы она не могла пробить этот шпангоут вместе с монококом и не воткнулась в ногу. Ну, хотя она вроде бы как идет мимо. Ну, в общем, чтобы ничего не зажало, этот шпангоут утяжеленный, такой упрочненный. Здесь более-менее много мяса. Ну, топим за безопасность, ребят, как обычно. По всем шпангоутам приходилось несколько раз их перемоделировать. Изначально это были просто заготовки вот такого плана, просто плита с точками крепления рычагов. Потом это превратилось вот в это. Стало гораздо больше по размеру и стало более ажурное. Каждая деталь весит примерно 2 килограмма. То есть 2 на 6 у нас получается 12 килограмм болида прибавится.
Это довольно-таки тяжеловато, друзья, потому что обычно на монокок цепляют именно вот кусочки, сами кронштейны, к которым прикрепляются рычаги. Я так посчитал, что они бы в сумме весили где-то 4 килограмма. Но плюс точки крепления рокеров. Вот так выглядят рокеры. Они есть спереди и сзади. Плюсом получается еще идет пару килограмм. Плюс еще понадобилось бы некую массу, то есть металлическую деталь вкладывать в сам монокок, чтобы потом, например, можно было прикрепить вот такие кронштейны. Не знаю, какая бы масса была бы, но что-то бы добавилось. В итоге я посчитал, что если крепить каждый кронштейн в отдельности, то все равно килограмм 8, наверное, бы у меня бы ушло металла на все про все. А так я сделал сразу готовые детали, друзья. Они упрочненные. Вот видите, это вообще хитрая вещь. Рычаги внутрь входят. Сделано для того, чтобы более красивый монокок сделать, чтобы более плавные формы были. Пришлось вот так упороться. Эту деталь я несколько раз перемоделировал. Она здесь самая сложная, потому что первые разы ее невозможно было выточить на 5-осевом фрезере. Представьте себе. Но сейчас все можно. Паша дал добро, все, стартуем, будем фрезеровать. Ну, я надеюсь, вы уже оценили масштаб работ, который был проведен. Сделано было около 300 сохранений, то есть около 300 вариантов гоночного болида. Ну, то есть по ходу пьесы, пока я его делал, я сохранял. Но эти варианты, они все рабочие, все действующие. Можно проект откатить в любой момент. Ну вот, смотрите, что получается. Это наш гоночный болид, точнее его скелет. Теперь можно накрыть монококом. Наброски монокока у меня тоже имеются, естественно. Ну а сейчас, друзья, мы немножечко прервемся. В свое время было много вопросов по карбону. Я заложил, друзья, пару экспериментов. Они уже, в принципе, выстоялись. Прошло около полугода, и мы можем проверить. Что ж, смотрим. Вот эта вещь, ребята, отстаивается здесь и жарится на солнце уже около полугода. Ну, в общем, все лето она здесь точно провисела. Всю жару испытала на себе. Снимаем. Попробуем погнуть ее, поломать. Видно, что она пожелтела слегка, но здесь очень толстый слой эпоксидки. В принципе, если бы он был тонкий, ничего бы тут не пожелтело. Ну, незаметно было бы. Ну а второй эксперимент лежит вот здесь. И он будет показывать, подвергается ли алюминий в наших алюминиевых рычагах, алюминий-карбоновых, подвергается ли там алюминий коррозии. Здесь самые худшие условия, потому что я просто намотал карбон без всякой эпоксидки. Эпоксидка как бы изолирует. И когда мы наматываем жидкий композит, то вообще там соприкосновений с карбоном быть не должно. Здесь чистый карбон. И алюминий я зачищал перед этим, снимал оксидный слой. Размотыляем здесь все и посмотрим. Здесь даже были полости открытые для захода влажного воздуха. Целые баталии разворачивались в комментах. Все, ну у тебя там окислится под карбоном. Ну, оно окислится ровно так же, как вот сейчас. Никак оно не окислится. У кого окисляются седлушки на великах, ну, то есть с карбоновым стержнем или с карбоновой рамой, я так и не понял, что там окисляется. Вероятно, туда попадает вода просто. Самим стержнем стирается слой оксидный на алюминии и начинает окисляться, а не из-за карбона. То есть, получается, кто так думает, сами себя обманывают. Видите, ничего от композита не окисляется. Да, и, в общем-то, я ни разу не видел, хоть и давно моделизмом занимаюсь, чтобы там под карбоном или под стеклотканью, ну, понятно, стеклоткань не проводит электричество, чтобы что-то там окислилось. Всегда вот такая чистая поверхность, видите? Нет никакого разграничивающего слоя, никакого перехода. Даже если хорошенечко присматриваться. Вот я стер здесь скотч, все стер и ничего нет. Класс, супер. Ребята, с этим мы определились. Ничего не корродирует, рычаги могут работать вечно в таком режиме, ничего там не окислится. Ну и теперь насчет вот этого. Полгода жарилось оно на солнце. Посмотрим, потеряло ли прочность.
карбоновая структура. По-моему, оно стало только крепче. Это в один слой карбончик. Ну, я вам усилия не могу передать. И еще обратите внимание, здесь много эпоксидной смолы. Здесь ничего не дегазировалось. То есть куча пузырей. Не знаю, в микроскоп посмотреть, нет. Ну, тут все довольно прочное. Оно наоборот, по-моему, от температуры только прочнее становится. Не знаю, смогу ли я пальцами сломать. Но вот так со всей силы пробую, аж вот здесь заболело. Не смог. Скорее всего, вот так смогу сломать, но мне кажется, иголки вопьются в руку. Понятно, один слой сломать возможно, и двумя руками я сейчас попробую это сделать. Ох, не получается. Не получается. Ничего себе, вот эта броня. Здесь хоть и один слой, но здесь толстый слой, друзья. Я никого не ввожу в заблуждение. Это толстая ткань, 0,6 килограмм на метр, которая. Блин, ну супер. Это мне дает некое представление о прочности этого композита. С конкретно этой смолой эпоксидной. Трещит эпоксидка, потому что толстый слой. Так, все, сейчас смогу сломать. Здесь треснуло. Ну, с таким большим рычагом, да. Ох ты! А тут нет. Ох, не могу, представляете? Со всей силы. Не. Крепкая вещь этот ваш карбон, друзья. Можно жарить на солнце сколько хочешь. Она от этого только крепчает. В общем, насколько я знаю, насколько я обращал внимание и в принципе с теоретическими данными сходится, эпоксидная смола в первый месяц фактически как бетон набирает 70% прочности, если нормальная температура, не холодная. А в последующие месяцы она может добирать, годы там и так далее, до 95% своей прочности. И чем выше температура, тем она быстрее набирает. Почему она до 100% не может набрать? Потому что эпоксидная смола, чем больше твердеет, тем реакции в ней и взаимодействие замедляется. Вот такую историю я слышал несколько раз про эпоксидную смолу. Ну и соответственно карбончик в целом. Переходим к другому. Очень сильно хочу запустить двигатель для нашей гоночной машинки. Он уже примерно, по-моему, пару лет он уже стоит без движения. Надо бы его провернуть, во-первых, чтобы он поработал хотя бы несколько секунд, смазался и мог дальше стоять. Потому что не скоро я изготовлю этот гоночный болид. Но хотелось бы посмотреть, как он работает. Да и вам, я думаю, будет интересно. Я уже тут выкрутил свечи, посмотрел на состояние. Просто хочется удостовериться, что все нормально. Что я не фуфло какое-то купил, а нормальный двигатель. Вот, обратите внимание, какие свечи. Двигатель 5000 километров пробега. То есть не так много. Ну, вроде бы норм, да, ребята? Да, по-моему, просто идеально. Ну, а так как у меня есть китайский эндоскоп, заодно хочу проверить состояние цилиндров. Посмотреть, есть ли там хон, нет ли там задиров, ну и прочее, прочее, прочее. Такие здесь диффузоры, ребята. То есть здесь дудки на дросселях изменяемой длины. На больших оборотах они поднимаются, а на маленьких, чтобы повысить на низах крутящий, они опускаются. Когда они опускаются, трубки в целом длиннее получаются. Такая вот система, ребят, мне очень нравится. Ну, хоть бы оно хорошо работало, не давало сбоев. Когда много всяких систем, сами знаете, что может происходить. В крышку встроен второй ряд форсунок. Не, ну гоночный двигатель, чисто гоночный. Заглянем в цилиндр, посмотрим, что нам покажет наш китайский друг. Классно, что в наше время стало доступно такое исследование. Как видите, можно с помощью простейшего китайского девайса уже что-то посмотреть. Вот она, риска хона, ребят, просматривается. Поршень высоко стоит, поэтому не могу особо ниже опустить. Думаю, в следующем цилиндре интереснее будет
Можно будет лучше рассмотреть. Ну, так вроде бы задиров никаких нет. Сую в следующий. Так. Это поршень. Тоже близко стоит. Еще ближе. Непонятно, ребят, непонятно. Ладно, суем в следующий. Тут уже глубоко. И, можно сказать, видно весь цилиндр сбоку. По-моему, прекрасно все выглядит. Ну, вот как будто какие-то типа риски есть. Надеюсь, это не задиры. На задиры не похоже, но какие-то такие мини-отметины. Так, идем дальше. В последний цилиндр. Ну, так навскидку вроде норм. Что скажете, друзья? Конечно, не могу я вам показать прям сверхкачественно все. Вот. Хотя прибор позволяет, по-моему, записывать вовнутрь. Но мне долго разбираться с этим. У меня это не основное сегодня. Сегодня основное запуск двигателя. И хотя бы клапана хоть раз вам показать. Где-то ж они по-любому открытые должны быть. Наверное, в этом цилиндре. А ну-ка. Во. Слишком темно было. Вот они, клапана, ребята. Смотрите. Обалдеть. Все видно, ё-моё. Супер. Клапана слишком близко, плохо фокусирует. Ну, света, когда добавил, получше видно стало. Красота. На моем моторе, на котором я сейчас на мотоцикле езжу, в драге участвую, сказали, самодельная риска, неправильная. Ну, мотор масло не хавает, все работает, все норм вроде. Но я не оспариваю, не оспариваю. А ну-ка, вот так меня видно на камеру. Прикол. Все, собираем его полностью и будем запускать. Точнее, подключать электрику. Надеюсь, запустится без проблем. Пульты вроде бы есть, подножки нет. Не знаю, он... ну он без подножки должен запускаться. Свечки были затянуты еле-еле, вручную откручивал. Также и закручу. Вручную, но посильнее. То есть без всякого рычага. Задавливать не буду. Так, теперь нужно вот эти кишки подсоединить. Потом вот эту приборочку. Ну и насос топливный. Кинуть его в бензинчик. Как всегда, чтобы что-то сделать, ребят, надо очень долго готовиться. То есть даже банальное удлинение шланга занимает много времени. Нужно все найти, подготовиться. Не, ну а как по-другому? Вызвал эксперта, ребят. Привет, ребят. По этим делам. Потому что страшно запороть, страшно что-нибудь недовключить. Да все нормально. Вот, уже все готово. Осталось только размотать насосик, окунуть его в канистру с бензином. И все у нас пойдет. Эксперт по моторам, это мой моторист, ребята, Евгений Койот. Ссылочку давать на тебя? Да, давай. Так, ключ на старт. Включаем. Ох, какая роскошь. Ну и чё? О, насос заработал, да? Готов. О! Бенза нету. Есть насос.
Ну, я имею в виду. Я могу аккум нормальный притащить, большой. Давай. Уже чувствую, что сейчас точно должен. Может, наушники сразу возьмем? Да, какие наушники? Ё-моё. А он не перевернется от этого, Нет, от кручения? не перевернется. Ну, погнали. Мама родная. Все, хорош. Бедные мои уши. Ну чё, клево? Звук как? Интересный звук, интересный? Отлично. Кроссплей работает. Да, Ты кайф. посмотри, какую там опасную фигню мы там нагородили. Нет, ты там, с той Да, вот, стороны. Да. Это бак. Да, мы приготовили, видишь, два огнетушителя, там, тряпки и еще что там. Ну, я смотрю, топите, да? Вы? Ну, Конечно. как обычно топим. Ну, Так, другого чуть ничего мало не нашлось. Залепили и все. Уф, кайф. Ух. Что ты сказал? Класс, говорю, хорош. Все, ребята, без этого человека никак нельзя. Это мотодоктор. Ссылочку оставлю в описании на Женьку. Посмотрите красивые картинки у него там в этой. Ну, вы посмотрите. Ну что ж, а теперь опять по 3D моделингу. Сейчас буду вам показывать. Ну, скелет уже зачетный, по-моему. Значит, это делается так. Хлоп. Вот смотрите, что получается. Немножко сиденье подтарчивает, немножко вот здесь вот это гиблое место все равно подтарчивает. Ну, я думаю, здесь закруглится. Да и плюс монокок я еще до конца не смоделировал. Еще буду его дорабатывать, потому что не устраивает дизайн. Весь дизайн вы сейчас увидите постепенно, как что делалось. То есть здесь можно добавить нос. Он скрывает уже шпангоут полностью. Добавляем дно с диффузором. Диффузор тоже будет дорабатываться, естественно. Диффузор нужен, чтобы гоночный болид присасывался к асфальту. Антикрыло вы уже видели. Оно будет гигантское, тоже функциональное, так как он не будет до 300 разгоняться. Его средняя скорость будет где-то 150 км в час, ну а максималка около 200. Средняя это когда он будет очень жестко наваливать, может хорошо ускоряться. Поэтому такое большое антикрыло, чтобы на столь скромных скоростях 150, оно хорошо валило в поворотах. Были первые попытки сделать воздухозаборник. Вот так это выглядело. Сейчас у меня есть более усовершенствованный вариант, который я вам чуть позже покажу. Видите, есть некие глюки, кузов отключился, но мы его подключим. Ну и естественно, переднее антикрыло. Как же без него? Многие побоялись, подумали, что его уже не будет, что я его не запланировал. Нет, друзья, антикрыло будет и переднее, и заднее. Это строго обязательно. Без этого прям никак. Оно тоже будет перерабатываться. Это лишь примерный вариант, прикидочный. Все будет перерабатываться, что касаемо дизайна. Ну, монокок, может быть, нос уже останется такой, как есть. Задняя часть мне не нравится. Там где-то должен быть тоже воздухозаборник для двигателя. Но вот это вот как-то не очень выглядит. А вот вторая итерация воздухозаборника, второй вариант, уже выглядит довольно-таки неплохо. Мне он уже очень нравится, но все равно я его буду дорабатывать и перерабатывать. Ну и естественно колеса, и вот вырисовывается полностью внешний вид. Где все согласуется, где все сочетается, все внутренности, все потроха, все функционально, все работает, ходовка рассчитана.
Ходовка правильная, пробовал, все крутится, все вертится. Да, с амортизаторами придется немножко повоевать. Но я думаю, справимся мы с этим делом, все будет нормально. Просто придется затратить много времени на настройку, на разборку, сборку и на замену пружин и изменение функционала амортизаторов. Можно посмотреть, прикинуть, что там у него внутри, разделить все на линии. Много вращающихся деталей, много стыковочных мест. Все стыкуется. Все сделано для удобства последующей сборки, разборки. Опять же, я учитывал, что разбирать придется и собирать. То есть конструкция разъемная. Блин, сколько тут всего, друзья. Смотрите, сколько линий. Вот я увеличиваю. Резьба на ШСах видна. Каждая деталь прорисована, но некоторые я делал схематически. Можно такой режим включить, чтобы еще было понятнее. Или такой вот интересный режим, чисто схематический. Сейчас слайдом покажу вам фотки каждой детали в отдельности. Паша уже подготовил их под фрезеровку. И эта подготовка под фрезеровку выглядит примерно так. Ну, то есть видно, что есть некоторые мостики, которые нужно будет потом вручную отделять. Также я сразу задумал, чтобы сделали угловые резьбы, чтобы потом я мог просто на токарке валики выточить и сделать рокера. Может быть, мы с вами подумаем, как еще лучше облегчить эти детали, но мне они должны уже попасть в руки. Потому что так я что-то уже не понимаю. Чтобы не сделать слишком тонкое, ведь после фрезеровки назад металл уже нельзя будет нарастить. Ссылочку на Димин канал, на лабораторию DP Labs я оставлю в описании к этому видео, друзья. Так что подписывайтесь на канал DP Labs и требуйте видео с фрезеровкой таких деталей. Потому что, как вы понимаете, ребята постоянно что-то такое там фрезеруют. Конечно, снимать, когда идет СОЖ, не очень приятно, но можно хотя бы некие обзоры на детали делать, которые там производятся. Там, ребята, такие вещи делаются, вы себе не представляете. Но некоторые нельзя оглашать, все же не каждый заказчик хочет, чтобы видели его детали. Но все-таки вы можете требовать что-то. Только для этого нужно подписаться, ребята. Все-таки, друзья, прокачал я скилл неплохо в 3D моделировании. И мне это очень нравится. Все-таки такую штуку замоделить, это дорогого стоит, как по мне. Когда сделаю уже качественный дизайн, можно будет отдать опять же пенопласт на фрезеровку и на его основе, как машинаторы, делать кузова. Это круто, друзья. Это очень круто. Жду от вас мнения, как вам понравился, не понравился этот дизайн. Ну а у меня в принципе с этим видео все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лойсом. Всем пока, ребята, до новых встреч. Смотрите, я стараюсь для вас. Очень стараюсь. Но не ждите быстрых результатов по болиду. Результат в конце концов будет.